О комбротерапии я узнала от своей хорошей знакомой. Она порекомендовала обратиться к представителям и использовать аппарат для Эрики. Собственно, так мы и поступили. К нам приехал представитель, все объяснил, показал. Мы начали эту практику. В принципе, да, мне было интересно то, что это не инвазивный метод, что не надо там никаких инъекций, сложных вмешательств. То есть это именно работа, грубо говоря, дистанционно на расстоянии с ребенком, не касаясь его тела, не употребляя никаких там таблеток, инъекций и так далее. Да? Поэтому, конечно, было интересно. Плюс это современный какой-то метод, нам все надо попробовать. На момент, когда мы только начали использовать этот аппарат, мы как раз выписались из больницы после гормонотерапии и после приступов. У Эрики как раз одно из самых тяжелых было состояний. После 2-месячных практически не прекращающихся приступов. Поэтому, конечно, хотелось дать ей поддержку всевозможную. Для тех, кто не знает, да, у ребенка ДЦП 5 степени, с эпилепсией, с довольно сложными сопутствующими заболеваниями. При этом мы такие золотцы. Занимались мы 2 раза в день, утром, вечером, по программам, которые для нас подбирал специалист-педиатр, соответственно, на основе анамнеза. Где-то в среднем 5-10 минут занимает вся процедура. Это воздействие на определенные точки. Плюс мы лечили параллельно бронхит. У нее было как следствие, нарушенного иммунитета после гормонов, проблемы с кашлем, с бронхами, то есть совсем тяжелое такое состояние было у ребенка. И несложные, в общем-то, процедуры, после которых, во-первых, у нас действительно появилась энергия, да, то есть она практически включилась, я не знаю, как по-другому сказать, когда ребенок лежит, не шевелится, от того, что слабость, да, от того, что сил нет. Потом начинает вдруг после некоторого, может, после недели использования 2, то есть она уже начала активно грести ножками, двигать руками. То есть, в принципе, такая появилась общая активность, эмоциональность. То есть, на мой взгляд, это вместе сработало, да, с тем, что ушли от гормонов, оказались дома после кучи в больнице и еще дали поддержку такую на уровне энергии с помощью комбротерапии. Понравилось особенно, да, то, что ребенка это никак не нервирует, не нагружает, совершенно спокойно проходят процедуры. Естественно, потому что это не больно, это не доставляет никакого дискомфорта. Поэтому, в общем-то, да, в зависимости от настроения ребенка, где-то, может, капризничал, потому что приходится полежать, да, подождать. Но в целом это всегда проходило достаточно комфортно для нее. Нам понравилось. В комплексе, да, с комбротерапией и другой поддержкой, СДК мы занимаемся, грубо говоря, ЛПК и прочее. То есть у нас пошло, что мы встали у опоры. То есть она может на своих ногах себя держать 30-40 секунд до минуты, скажем. Но для нас это достижение, потому что ножки слабые, да, как правило, она не может свой вес удержать на них. Немножко меньше стало слюноотделения. Это тоже вечная проблема детей с ДЦП, но это стало визуально меньше, да, то есть, не знаю, как правильно называется, но это классно, я отметила. Потом могу сказать по активности, да, то есть в плане заработали руки-ноги активнее. У нас нет такого, что у нас не скоро будут такие чистые умелки, мы поползли и пошли, но то, что, например, ребенок более активно двигается, да, гребет руками, ногами, это тоже хороший знак, это динамика, это прогресс. И мы болтаем больше, то есть болтаем на своем языке, это агу и всевозможные как это называется, ее собственный язык, звуки, но их стало больше, очевидно больше, да, то есть, конечно, я тоже это отметила. Цыпленка заказывали. Вы смотрите, до чего хороша. Да до чего же хороша. Скажи, в этих ваших летних платьях просто балдёж.